и в любви, и в судьбе. Мир большой и пестрый, счастье сам не предложит тебе. Путь к нему сквозь грозы, путь к нему через годы, преграды и тьму. Да все непросто, и может только любовь стать ключом ко всему. Пусть день промчался, и недобрая ночь что-то шепчет нам вслед. Ты повернешь лицо ко мне, и опять будет в мире рассвет. Пусть подступает к нам беда, справлюсь я и с бедою, и с тьмой. Справлюсь я легко, пока волшебный ключ со мной. Все не так-то просто, все непросто, и в любви, и в судьбе. Мир большой и пестрый, счастье сам не предложит тебе. Путь к нему сквозь грозы, путь к нему через годы, преграды и тьму. Да все непросто, и может только любовь стать ключом ко всему. Семен, я тобой любуюсь. Ты у меня самый энергичный. Спасибо. Самый обаятельный. Самый лучший. Самый... А я у тебя какая? А ты у меня самая красивая. Черт, где же она? Приветик. Приветик. Ну, отчебучили. Почему опоздали? Так энергополис только отключил. У вас, небось, тоже света не было? Не было. Тоже мне маскарад. После смены сразу сюда. Чтобы люди не ждали. Костюмчики с собой прихватили. Невесту могли пораньше? Гнали, наотрез отказалась. Артисты. Прежде всего, разрешите поздравить бригаду Степановой. Ершовой. Ну, ныне Ершовой. С замечательной трудовой победой. Последний стык, последний шов, в котором они шли 5 месяцев, сварен. Нас с тобой сейчас заставят целоваться. А всех нас я хочу поздравить с выполнением и перевыполнением квартального плана. Но я надеюсь, каждый из нас понимает, что это означает. Товарищи, прошу слова. Сегодня у всех нас... Тихо! Сегодня у всех нас знаменательный день. Первая комсомольская свадьба. Ура! Первая комсомольская свадьба – это такая же веха в истории стройки, как первая палатка. Первый фундамент. К чему все это я? У нас многие уже сегодня живут по линии трудовой, так сказать, и общественной жизни по законам будущего. А вот в личной жизни до будущего далеко. Сами знаете, мы из палаток недавно выбрались. Полвагончика еще за большую удачу считаем. Так пусть же пока хоть одна молодая семья начнет свою совместную жизнь так, как в будущем ее будут начинать все. Ура, товарищи! Объявляю решение руководства стройки. Выделить молодой семье Ершовых квартиру в доме гостиничного типа, в доме молодоженов. Ура, товарищи! Разрешите мне от имени комитета комсомола, от всех вас, от себя лично, горячо поздравить молодую чету и вручить ей, так сказать, ключ. Ура, товарищи! Ура! Горько! Горько! Горько!
извело? Ты был неотразим. Тебе что-нибудь положить? Милый, давай я за тобой поухаживаю. Ну, редьки. Прошу тишины. Тише. Традиционный вальс жениха и невесты. Танцуют все! Товарищи, все активно встали парами на вальс! Как я люблю танцевать вальс! Так, быстро, давай, бери вот эти тулупы. А почему не наши? Ну, чтобы не догадались, что мы ушли. Так. Давай. Тихо. Бежим быстрее. Не подглядывай. Ап. А это еще что? Это наша новая квартира в доме молодоженов. Ты шутишь? Тебе не нравится? Но ведь дом-то еще не достроен. Ну ничего страшного. Ну понимаешь, конец полугодия не успели. План дымил по основным сооружениям, вот и сняли отделочников. Ну, не волнуйся. Недели на 2 осталось. Мы сделаем все, как ты хочешь. Давай придумай. Где-то свой письменный стол поставишь. Постой, постой, а как же ключ? Что ключ? Он же нам вручил ключ. Откуда ключ? Вон, Вот. тут даже замка нет. По-моему, от комитета. От комитета комсомола? Ну, а если от гаража или от столовой? Есть принципиальная разница. Знаешь, по-моему, это все совсем не смешно. Да, не смешно. Ну что, будем плакать сидеть? Ну, давай поплачем вместе. Ну? Жень, я с тобой говорю совершенно серьезно. Что мой муж хочет сказать мне совершенно серьезно. Я хочу тебе сказать серьезно, что это все нехорошо. Ну, допустим. Что это неправильно. Знаешь, за что я тебя люблю, мой занудушка? За то, что ты у меня такой правильный, такой умница. Ты меня будешь перевоспитывать, а я тебя. Ну что, ну неужели, по-твоему, с этим всем можно мириться? Ну если ключ липа, тогда чему же верить? А может, гарнитур, жилая комната от твоей бригады, может, это тоже липа? Ну, это ты полегче. Это бригада, не что-нибудь. А может, наша свадьба, это тоже липа? Почему? Откуда я знаю? Может, у вас был не выполнен план по комсомольским свадьбам, и ты решила пожертвовать собой и мной.
Ты чего добиваешься? М? А, я знаю. Хочешь ссориться? Ну давай, начинаю. Все, хватит. С меня довольно. Я для него делаю все, а он? Я ждала полгода, чтобы он выдавил из себя хотя бы слово. Этого слова не было. Я бегаю, что-то делаю. И все без толку. Развод. Все. Прощай навсегда. Посмотри мне в глаза. Как, нравится? Нет, ты другая, Женя. Даже так? Я учил своих ребят быть такими, как та Женя. Не бояться в жизни, ничего не бояться, как та Женя, не мириться с ложью и Ну, знаешь, ты несправедливостью. напридумывал, а я должна соответствовать. Немного ли от меня хочешь? Та Женя никогда бы не позволила оскорбить ложью наш самый первый счастливый день. И та Женя никому бы не позволила превратить нашу свадьбу в какое-то мероприятие. Слушай, ты всегда так обо мне думал? Всегда. Спасибо. Трогательно аж до слез. Придется соответствовать. Да откуда ты знаешь? Может, ему сейчас хуже, чем нам? Кому? Ну, этому, как его, Семенову. Может, он сейчас встал, вспомнился и мучается. Кто? Ну, Семенов. Мучается. Ну да, стыдно ему, может, жалеет о том, что сделал, переживает. Кто? Ну, Семенов, кто же? Мучается. Ну, да, угрызение совести. Милый, он слова-то даже такого не знает. Ну, это... Только не бей ты его. А это уж как получится. Вот наш комитет. Валера, а где моя губная помада? Не знаю я, где твоя губная помада. Слушай, ты не видела ключ от кабинета, а? Не видела. Почему ты никогда ничего Анечка. не знаешь, что касается дома и семьи? Я давно хотела с тобой поговорить, ты совершенно перестал уделять внимание и мне, и дочери. Все для работы. Девочки, маленькой девочки утром за молоком и то не может сходить. Анечка, я занимаю ответственный пост. У меня много забот. Это еще не значит, что твой ребенок должен ходить голодным. Но я тебя очень прошу, ну не портьте мне настроение перед началом рабочего дня. Мы выполнили, перевыполнили квартальный план. Ты хоть понимаешь, что это такое? Конечно, понимаю. Дубленка. Кстати, сейчас они подорожали. Ну тогда что же ты не ищешь ключ? Семенов, я не понимаю, как ты сейчас будешь общаться со своими комсомольцами? Нервный, раздраженный. И, кстати сказать, с райкомом. Вот именно, как? Возьми себя в руки. Я вообще удивляюсь, как они тебя терпят. Терпит, значит нужен. Наденька, что ты взяла со стола? У тебя что там в руках, ключ? Надя, ну-ка покажи свои руки. Надя, Надя, постой, кому говорят? Тебе что говорит отец? Надя, ну-ка Что вернись. там у вас еще Надя, случилось? ну-ка покажи, что у тебя в руках. Спокойно, спокойно. Наденька, ну покажи своей мамочке ручки. Ну, что у тебя в ручках? Ты понимаешь, что папе будут звонить из райкома? Мне нужно быть в кабинете. У меня будут неприятности, Ты Надя. не умеешь разговаривать с ребенком. Наденька, солнышко, ты понимаешь, большой дядя из райкома может сделать нашему папочке а-та-та. Надежда, покажи отцу руки. Помолчи. Солнышко, ты видишь, на нашем папочке уже просто нет лица. Нет, есть. Не спорь с матерью. Что ты кричишь на ребенка? Наденька, миленькая, солнышко. Ну, а ты сделай вот так. Вот так вот сделай руки, Надежда, Спокойней, вот так. спокойней. Ну, сделай. Бестолковая И- вся в тебя. И... Ну, раз. как наш папочка просит. И Давай. раз. И... Придется ломать дверь. Ешь, солнышко, ешь. Здрасте, бабань. Здравствуй, дочка. Ой, доброе утро. А правда, какое хорошее мероприятие вчера отгрохали вам? Ну, свадьба-то ваша. Никто не напился. Никто никому физиономию не испортил. Это еще не поздно исправить. Женя, ты же обещала. А что вы тут делаете? И действительно, что мы здесь делаем? А что мы здесь делаем? Что мы здесь делаем? Мы ждем Семенова.
А зачем? И в самом деле зачем? Вероятно, чтобы поблагодарить. Правильно. Мы здесь сидим и ждем Семенова для того, чтобы его поблагодарить. Поблагодарить? Это верно, ребят. Он стоит этого. Да, я хотела спросить, вот как вы думаете, в чем настоящая красота человека? Настоящая красота человека в том, когда он все для людей. И люди его за это ценят, уважают, понимают, любят. Некоторые даже очень любят Семенова. Валер! Валера! Ну подожди, пожалуйста! Валерочка! Ой! Кукушкина, ты что ли? Да я! Излагай. Валера! Валер! Формулируй. Ты помнишь, как на свадьбе вчера было весело? Выкладывай. Валера! А ты помнишь, как я вчера плясала? Так. Валер! Послушай, Ой. Кукушкина, ты, мне кажется, хочешь что-то сказать. Да, Валер, хочу. Я давно Давай. хочу сказать. Вернее, спросить. То есть узнать. Так, Валер, ну, вот представь себе, что в нашем городе, ну, живет такая девушка. так, Она не то чтобы красавица, но и ну, ты понимаешь, ясно, в общих чертах. Валер, Так, она хорошая. так, Она такая резвая. так, По утрам поет. так. И музыку любит. Стихи пишет? Стихи пишет. Ясно. В культсектор запишем. Ну зачем же ее в культсектор-то? Она и так много общественной работы ведет. Так, Дело не в этом, Валер. ну, Она одного человека так любит. так, Он красивый, так, без лирики, ближе к делу. все понимает. Так, У него жена и дочка. ну, Она его любит, тоже хорошая. Но я больше люблю, то есть эта девушка, понимаешь, Валер? ну, Ну что ты мне посоветуешь, что ну? кому? Послушай, Кукушкин, ты сводку подготовила? Да. Ну вот и заходи. Ты ненормальный, что ли, какой-то? Кто в этом кресле сидит? Ну, я, допустим. Моя фамилия Молотков. Тебе нравится здесь сидеть? Удобно, да. Значит, удобно. Не жестко, так ничего, а? Не жестко. Одна вот неудобно. Поняла? Ты вот сидишь вот в этом кресле, тебе удобно. А вот нам вот там, на жилмассиве, вообще не к лешему, неудобно. Поняла? Потому что там доски. Мы на досках сидим, а не на креслах. Понятно? Вот ты спроси меня, почему? Почему мы сидим на этих досках, когда все добрые люди давным-давно уже работают? Ну спроси, что ты на меня смотришь? Спроси. Ну почему? Ты же и спрашиваешь. Расселась здесь, да еще и спрашивает. Но я тебе могу ответить, почему. Потому что бетона нет. Понятно? Потому что не завезли нам бетона. Понятно? Что же это, по-твоему? Бетон это повидло, что ли? Что можно, значит, привезти его, а можно и не привозить. Бетон это хлеб строительства. Леша, его задери. Ну так что ты мне скажешь? Я? Конечно, Что? ты. Ничего. Нет, ты мне скажешь, я говорю. Нет, ты мне скажешь. Понятно? смейте! Вы тут мне не смейте на женщину стучать! Да ты понимаешь, я никогда в жизни вот ни разу еще никому вот не жаловался. Вот никому я не жаловался. Ну раз я уж пришел сюда, так ты мне ответь, пожалуйста. Понятно? Ответь. Понятно. И отвечу. Да, потому что ты сидишь в этом кресле, и ты за это деньги получаешь. Понятно? Понятно. И вот как человек, сидящий в этом кресле, я тебе скажу. Это возмутительно. А, слышишь, поняла. Да, конечно, возмутительно. Это Возмутительно. безобразие. Безобразие. Ты знаешь, что такое? А, так вот, как я говорю, как начало месяца, так мы такие разговоры разговариваем. О, каждый раз, каждый раз. Это что, повидло, что ли? Не повидло, не раздери его, повидло. Леша? А? Нет. Этому нужно положить конец. Да давно пора, Леша, его задери. Они, понимаешь, сидят себе в креслах мягких, расселись, а мы должны простаивать. Расселись в креслах. Ты понимаешь, ведь бетон – это же хлеб строительства. Это же не повидло. Все правильно. Я рад, что ты меня так поняла. Я все поняла. О! Иди, Так значит, будет бетон-то. иди давай. Ну, Ну вот,
Как человек, сидящий в этом кресле, я тебя спрашиваю, я ему хоть что-нибудь обещала? Нет. Вот в этом высшая бюрократическая мудрость. Здрасте. Привет. Здравствуй, Валер. Приветствую. Привет. Михаил Семенович. Здравствуйте. Открыто. Вот хорошо. А то я обыскался. Ну нет ключа, ну хоть ты что. Привет. Привет. Из будущего. Из какого будущего? Из светлого, наверное. Какое ты будущее нас вчера посылал с такой помпой? Вы чего? Никуда я вас не посылал. Ну как же. Так пусть хоть одна молодая семья начнет свою совместную жизнь, Жизнь так, как в в будущем будущем ее начнут все. Все. Ура, товарищи. Значит, вы о свадьбе? Ну, и какое оно? Это будущее. Довольно прохладные. То есть? Понимаешь, ночь, тайга. Вы что, всю ночь по тайге гуляли? Ну, ненормальный. Неужели нельзя было со своими договориться? Мы договорились. Ну? Когда ты нам ключ вручил, они решили, что все уладилось. Они что, пришли и завалились спать? Вот люди. Надо было растолкать и вытолкать. А потом? Потом самим зайти. А дальше? В шахматы поиграть, газетку почитать, если нет других занятий. А ребята должны в это время гулять вокруг общежития. Слушай, Ершова, что ты ко мне пристала? Нравится ночью по тайге гулять? Ну гуляй, кто тебе мешает? Я, что ли? Дальше, дальше. Прям только в краску ввела. Ты смотри, он еще краснеть не разучился. Хороший признак. Я смотрю, у тебя настроение хорошее. А почему оно мне должно быть плохое? Квартальный план выполнен? Выполнен. На 101,4%. И значит, комсомольская организация поработала. Что? Прекрасно. Ваша свадьба удалась? Удалась. Удалось. План мероприятий готов? Готов. И, между прочим, на неделе будет утвержден. И неплохой, между прочим, план. Вот только ключ потерял. Кстати, а как вы сюда попали? Через дверь. Ну, понятно, что не через окно. Все-таки второй этаж, не воробушки. Чем двери открывали? Ключом. Каким? А ты подумай. Ну, не мое дело, понимаешь, думать. Не догадываешься? Нет, не догадываюсь. Вот этим. Вот голова, а? А я, ты можешь себе представить? Всю квартиру с утра перевернул. Жену даже обругал сгоряча. Вот теперь придется извиняться, а то, знаешь, хуже будет. Знаешь, что самое главное в семейной жизни? Вовремя извиниться. Алло? Аня! Аня! Нашелся ключ! Я ж его, оказывается, Женьке Степановой вручил. То есть Ершовой. Вроде как от их квартиры, в доме молодоженов. Ты-то рядом сидела. Могла как-то напомнить? Что думала? Там еще работы недели на две. Полы не крашены, обои не клеены. Ванна посреди комнаты. Ванна посреди комнаты стоит. Вот Женя подсказывает. Что, были, что ли? Да. Ну, ненормальные. Что думала, когда Люська Кукушкина еще ругаться прибегала? Опять это Люсенька? Да не Люсенька. Я сказал Люська. Люська, я сказал. А вот теперь, мой дорогой, послушай, что я тебе скажу. Когда мы только с тобой поженились, что ты мне говорил? Ты говорил, что кроме меня в упор никого не видишь. А теперь я только и слышу Люсенька, Люсенька, Люсенька. Знаете, что самое главное в семейной жизни? Умение выслушать друг друга, так сказать, до конца. Вот люблю я ее. А за что? Не знаю. А в прошлом году, 21 сентября в 6 часов вечера, с кем тебя видели возле кинотеатра «Восход»? Молчишь? А 13 февраля кто тебе звонил по телефону тонким голосом? Не помнишь, да? Ну, конечно, ты вообще никогда ничего не помнишь. А я, мой милый, помню все. Огонь. И сейчас, вместо того, чтобы мне сказать «прости меня», ты мне устраиваешь скандалы из-за каких-то дурацких ключей. Я ведь и позвонил для того, чтобы извиниться. Вот Саша и Женя рядом стоят, не дадут соврать. Привет вам передает. Ей тоже. И они тебе привет передают. И вам спасибо. Пожалуйста. Ну, все? Ну, целую тебя, моя...
Целую тебя, моя рыбка. Рыбка. Ну, по буквам. Ричард Иван. Да не Иван, а Иван. Да-да, француз. Все, привет. Так, друзья мои, вы зачем пришли? На тебя посмотреть. Посмотрели? Привет. Мне сейчас из райкома будут звонить, а у меня еще... Послушайте, насчет ключа она вам ничего не сказал? Значит, какого ключа? А вот этого. А, ну сказал там какую-то ерунду. Думал, что он ключи вправду от вашей квартиры. Но вы-то знали, что это не так. Ну, конечно же, знал. И все-таки вручили? Послушай, ну ты-то как хотел? Отложить, что ли, свадьбу? Валер, мы с тобой серьезно разговариваем, без шуток. Значит, вы твердо знали, что дом молодоженов не сдан и не будет сдан в ближайшее время? Конечно, та же, как и она, что дом будет сдан в конце квартала. И все-таки под видом ключа от нашей квартиры вы нам вручили ключ от комитета комсомола. Ну, не от сейфа же было вручать. Сразу видно, не натуральный, сложный. И не от квартиры, английский ты ведь не разглядишь. А простой, нормальный, видный издалека. Поэтому я вам его и вручил. Валера! Ну зачем вообще надо было вручать ключ, если дом не сдан? Ну как это зачем, как это зачем? Если руководство выделило молодоженам квартиру, значит ясно, что на свадьбе должен быть вручен, так сказать, ключ. Молодежь должна видеть своими глазами, что мы идем навстречу, создаем условия и все такое прочее. Валера, но ведь каждая собака знает, что дом не сдан. Ну и что? А то скажет молодежь, что секретарь комитета комсомола от имени руководства пудрит людям мозги. Ну вы за всю молодежь не говорите. Все и так прекрасно понимают, что нельзя понимать все буквально. Если понимать все буквально... Ой. Ну это же вранье. Это не вранье, это тактика. Семенов слушает. Это я? Твоя? Кто? Ну, как ты меня назвал? Я тебя? Никак. Тебе это показалось. Честное слово, никак. Не помню, но если назвал, сгоряча, извини. Ты никогда ничего не помнишь. Ты меня назвал моя рыбка. Ах, рыбка. Ну, правильно, я назвал тебя рыбка, ну и что? Я потом тебе скажу, какая. Сейчас мне это самое. Народ. Мужской. Совещание у меня. Все, привет. Чего тебе? Заявление подписать. Какое заявление? На расчет. Отдел кадров говорит, пускай сначала Семенов подпишет. Давай, подписывай. Вот, пожалуйста. Считается, что без комитета комсомола нельзя на работу ни принимать, ни увольнять. А если я не подпишу? Ну, не подписал я. Что, его не примут, не уволят? Чего ты стоишь? Спецодежду сдай, комсомольский принеси. Тебя же на учет снимать. Вот и давай. Сейчас подпиши. Занят я, ясно? Занят. Ну, давай. Хорошо. Ну и хорошо. Так что, если понимать все буквально... Привет. Здорово. У тебя местный? Городской. Я позвоню. Ты написал, что я просил? Что? Ну как что? Характеристика. Да, алло, стройцех, Мудрина, Попов у телефона. Черт, совсем забыл. Ну, сам понимаешь, конец квартала. Ну, зашился. Да ты пойми, я тогда должен сказать некогда, мол, Семенову. А чем ты там занимался, тебе надо будет объяснять. Слушай, напиши ее сам. Ну, как полагается. Насчет общественной работы и все такое. Кстати, на неделе будет комитет. Да, алло, нету? Хорошо, я через час перезвоню. В общем, мы там это дело и затвердим. Договорились? Ну, договорились. Только ты уж не тяни. Но это же мне надо. Ты бы окоротила своих, от работы отказываются. Работа, видно, такая. Что, подготовка котлована под опалубку ненужная работа? Да нет, ну почему же нужная? Вы только приказ подпишите. Вот народ пошел. Пока деньги не увидят, с места не подымутся. Напиши приказ. По среднему платить потребует, как при переводе на низкооплачиваемую работу. А средняя у них знаешь какая? Ого-го. Я ничего писать не буду. Я тебе дал задание. Я с тобой буду разбираться. Все. Привет. Видели? А в характеристике рекомендации напишет: активно участвует в общественной жизни. И мы подтвердим. А какая к черту у него общественная работа, если он со мной через губу разговаривает? Так что, если понимать все буквально, всякое чувство реальности потеряешь. А куда характеристика? В аспирантуру заочную, для весу. Сам его начальство тянет.
Отдел труда и зарплаты? Ниночка, ну-ка дай-ка мне сводки за полугодие. У меня разговоры с райкомом. Так, записываю. Так. Так. Здесь вроде девушка сидела. Дверь закрой, дует. Ну, че уставился? Давно здесь сидишь? 2-й год. Ну и как? Что как? Нормально? Нормально. Да перестань ты звонить! К тебе рабочий человек пришел, а ты звонить! Ты мне вот что скажи. Бетон – это повидло? Или как? А? Ну, знаешь, бетон – это хлеб строительства. Если кто-нибудь тебе покажет на бетон и скажет, что это повидло, то ты уж знаешь, не верь. Понял? Понял. Все, привет. Нет, не привет. Я сюда 2 раза уже прихожу. Как ты вот сам-то поэтому? Как ты считаешь? Так, что ты еще хочешь от меня услышать? А я от тебя хочу услышать по поводу, значит, бетона и рабочего времени. Можно ли просто вот так взять и псу под хвост все это выбросить? Никогда. Рабочее время – это наша наивысшая ценность. Ведь все можно измерить в рублях, а цена рабочей минуты все равно будет дороже. Понимаешь? Понимаю. Рабочее время – это категория не только материальная, но главным образом категория нравственная, понимаешь? Понимаю. Но ведь для чего мы с тобой трудимся, работаем, нервничаем? Для себя, что ли, понимаешь? Понял. Ну? Так значит, будет бетон-то? Будет. Вот спасибо. Вот за это тебе спасибо. Твердо будет? Твердо будет. Вот так вот Вот надо, так и понимаешь? будет. Держи. Все. Ну давай. Все. Привезут. Обязательно привезут. Рано или поздно. Райком. Семенов слушает. Спасибо, и вас также. Ну как с чем? Если мы успешно работаем, значит, вы нами успешно руководите. Ну, это, так сказать, шучу. Ага. 17. 24. Это повышение, так сказать, квалификации. Учеба? Одну секундочку. А, я понял. Помнишь, у нас в детстве было такое правило, когда говоришь неправду, пальцы надо держать крестом, вот так. Помнишь? Так вот у него такое же правило, только он не пальцы крестом держит, а так сказать говорит. Больше она ничего не оставляла? Понятия не имею. Ну, Люська, ну, Кукушкина, говорил же. Сейчас. Пишите. Было охвачено, так сказать, сетью политучебы более чем 736 человек. Соревнования? А как же? Какая у тебя средняя выработка? 156. Первое место за полугодие у комсомольской молодежной бригады Евгении Ершовой. Средняя выработка у них 156. Чего? Что чего? 156 чего? Килограмма метров. Килограмма метров? Каких? Голубых. Голубых. Что? Мы пошутили? Процентов, конечно. Итоги? Секундочку. Алло, вы слушаете? Буквально только что мы подвели итоги и наградили вымпелом, так сказать, победителя. Поздравляем, товарищ Ершова. Вчера, между прочим, у этого бригадира и комсомольца-учителя состоялась комсомольская, так сказать, свадьба. Все. Ты что, обалдела? Я ж с райкомом разговариваю. Валера, ты сейчас громко и очень отчетливо извинишься перед нами за вчерашнее свое вранье. Давай, начинай. Что начинать? Извиняться. И без так сказать, пожалуйста. Я понимаю, вы переволновались, свадьба, такое событие. Я и сам, помню, волновался, помогите даме одеться. И, как выяснилось, недаром. Но ты пойми, разве я виноват в том, что дом не сдан? Кто перебросил отделочников на основные объекты? Медведев. Основные, они ведь и есть основные. Поэтому соцкульт быт и оголили. Если бы от меня-то все зависело. Господи, разве вы сейчас здесь бы куковали? Вы сейчас в постели кофе пили бы. Ты любишь пить кофе в постели? Не пробовала. И мне не понравилось. Чуть прольешь, пятна на пододеяльнике остаются и очень плохо отстирываются. Прошу. Выскальзывает. Как мыло. Семенов слушает? Да, прервали. Сроки? Секунду.
если мы возьмем, так сказать, обязательство пустить в первую очередь дней на 5 раньше срока? Конечно, мало, мало. А если, так сказать, на 7? За это извиняйся. Слушай, какого черта? Я ж тебе все объяснил, Саша. Ну вы-то хоть, ну умейте. А я пожалуйста. тоже считаю, Валерий, что вам следует извиниться. Да, мы ждем. Ну вот что, извиняться, конечно, не буду, не за что. А тебе, Степанова, ныне Ершова, я вот что скажу. Не слишком ли много ты на себя берешь? Видно, правы товарищи, которые считают, зазналась ты. Смотри, ты фигура на стройке, пока проводишь нашу линию. Какую линию я провожу? Твою? И мою. Я сейчас скажу, как называется твоя линия. Уши заткни. А меня очень интересует, как она называется. Это она в постели за кофе расскажет. Извиняться будешь? А ты на меня не дави. Значит, ключ вручил правильно. Правильно. Смотри внимательно. Вот этот? Этот. Правильно? Правильно. Опа! Ты что? Ой, Валера! Что с тобой, Валер? Валера, облокотись на Ничего, плечо, я вставай, сам. поднимайся, Валера. Ничего, я Валерочка, сам. ты ушибся где? Плечо. Ой, хорошо, что голову не разбил. Сейчас подую, и все пройдет. Фу. Не надо сентиментов. Это не для нашего жестокого века. Олечка, насчет взносов поаккуратнее, не как в прошлом месяце. Ой, да что же это такое делается, Валер? Коменданта позовем. Откройте дверь! Коменданта позовем! А он в отпуске. Милицию вызовем! Женя! Ну что ты наделала? Заняла помещение согласно врученного ключа. Ты выкинула секретаря комсомольской организации из его собственного кабинета. Ну и что? Ну как что? Ну если бы у нас в школе ученик выкинул завуча вверх ногами из его собственного кабинета, это же гуррану, это родители бы сразу вызвали. А ты вызови моих родителей. Очень бы мне хотелось с ними познакомиться. Жень, ну прости. Ну, я совсем забыл о нашем дедомском правиле. Ну прости. А как бы поступила та Женя? Та Женя, она бы не только выкинула, она бы с лестницы спустила. Ныне мы живем здесь. Пока хоть один гвоздь держит эту дверь. Пока смерть или милиция нас не разлучат. Алло? Митрофанов! Паша! Привет! Слушай, мы выкинули Семенова и заняли комитет. А к тебе сейчас идет Попов, так что держись до последнего. Паш, мы ужасно хотим есть. Приходи. Пароль фиалки распускаются на рассвете. Люсьена, не унижайся. Валерий, формулируй директиву. Соберем комитет. 7 часов. Повестка дня. Первое. Так. Утверждение плана мероприятий комитета отстроено второе Так. полугодие. Второе. Подведение итогов соцсоревнований. И третье разное. Так. А именно. Персональное дело комсомолки Ершовой, бывшей Степановой. Поняла. Действуй. Райком. Спокойно, только без рук. Извиняться будешь? Ну вот что, Ершов, я ведь могу и милицию позвать. А, ну тогда будь здоров. Да, алло? Это райком. Комитет Райком! Тетстроя. Вы знаете, я не могу. Он за окном сидит в малярной люльке. А, сейчас узнаю. Семен тут из райкома интересуется, что вы там делаете. Дай-ка трубочку. Вы знаете, он дышит воздухом. Не знаю, наверное, бросает курить. Моя фамилия Ершова. Как ты посторонний? Мы, можно сказать, живем здесь. Если хотите, я вам могу помочь. Что? Какое сокращение сроков? На сколько дней он вам сказал? На 7? Это несерьезно. А вот так. Пуск в первой очереди однажды был сорван. Вам об этом должно было быть известно. Ах, вы совсем недавно в райкоме? Так вы у ребят спросите, можете мне поверить. Я здесь с первого колышка. Да. И второй срок тоже сорвем, если так же будет продолжаться. Да так. Что это такое? Вы считаете, что это нормально, когда бригада строителей высших разрядов отправляет с лопатами в котлованы, чтобы только они без дела не сидели? Есть причины, да, разные. Трудное строительство.
Заводы, поставщики подводят отдаленность. Ну, вот я вам поэтому и говорю, что нам лишь бы только в график уложиться, не то что сокращение. Саша, я тебя умоляю, я же с райкомом разговариваю, ну. Алло. Что происходит? По-моему, ничего особенного в жизни. Но если вы настаиваете, пусти. Валера, Валер, тут товарищ из райкома интересуется, чем мы занимаемся. Ну вот и расскажите, чем вы тут занимаетесь. Ну его твое мнение интересует, личное. А мы строим теплоэлектроцентраль, вот так. Ага. Мы строим теплоэлектроцентраль, говорит. Вот. Да? А вы возьмите вот сами и приезжайте сюда и посмотрите, если это действительно вас интересует, что здесь происходит. Ехать недалеко. Вот именно. Вот именно. И нечего телефон обрывать. Не так-то просто, все непросто. И в любви, и в судьбе мир большой и пестрый, счастье сам не предложит тебе путь к нему сквозь грозы, путь к нему через годы и все непросто, и может только любовь так Пароль! Фиалки распускаются на рассвете! Спасибо. Ну, мать, ты даешь! И давно в обороне сидите? С утра. Может, и хватит? Ну, там девчонки в общаге тебя 20-й освободили. А мне и здесь нравится. Женька, шутки шутками, а может, стреляем? Давай. Опа. А то ребят тебя в общагу мигом перекинули. Нет, скажи, что у нас в бригаде. Все тоже. Диспетчерской звонил, что стоите, сказал? А как же. Что они? Все время сообщаем, что сгораем. Женька! Плохо может кончиться, слышь? Еще это, может, не стоит? Стоит. Ах, вышибет меня Медведев. Ты по моему приказу действуешь. Значит, и тебя. А я в отпуске. Спасибо, ребят. Счастливо. Пока. Пока. Привет. Значит, нас обоих. Кто там? Открывайте, милиция. Какая милиция? Советская. Капитан Ерохин, приказывай открыть. И действительно, в форме с ним Семенов. Капитан Ерохин пусть войдет, Семенов останется. Ну, открывайте без разговоров. Иначе будем ломать. Ломайте. Совещаются. Семенов должен присутствовать при разговоре. Пусть присутствует только со своего поста. С какого еще поста? А он знает. Опять совещаются. Семенов уходит. Давай. Ну, что я вам говорил? Дождались. Заходите, Петр Николаевич. Ну как? Следов безобразия не наблюдается? Что за люди? Что, не узнали, что ли, Петр Николаевич? Здорово, Паш. Здравствуйте. Ну как не узнал? Спросить ты должен? А? Гоги Галиев, я из Баку. Гоги? Что это за имя? По-русски мое имя никто не умеет. Гоги лучше. Из Баку, говоришь? Был я там, в гостях у друга. Хороший город, Баку. И что примечательно, за 2 недели ни одного пьяного не видел. Ни одного. Молодец.
Молодец. А это мой муж, Александр Ершов. Угу. Вчера замуж вышла, а сегодня жалобы на тебя поступают. Ну так ведь не от мужа. От общественности, а это хуже. Поздравляю. Очень рад познакомиться. Вот, Паша, а это, между прочим, называется распитие в служебном помещении во время работы. Ну так, поставь на место, после службы зайду поздравить. Вы где живете? Здесь пока. Здесь? Значит, Семенов прав, что ты его выгнал? Я его не выгнала, я его выселила. Могу идти? Нарушений нет. Тогда иди. Благодарю за доверие. Мы с вашей супругой, Александр... Просто Саша. Саша, мы с вашей супругой 3 года назад с ее девчатами и ребятами такую здесь деятельность развернули. Как вспомнишь, так вздрогнешь. Порядки наводили. Клочья летели. От хулиганов? Почему? От нас тоже. Север. Бешеные деньги считается. Ну и понаехали всякие. Так что долго возились. Ну вот. А теперь ты сама безобразничаешь, да? Что ж не спросите, согласно чего заняла помещение? Спрошу. А ты как думала? Где Семенов-то? За окном. Значит, я прихожу, а они уже... Ну что ж, начинаю расследование. Гражданка Ершова, на каком основании вы заняли служебное помещение? На основании публично врученного мне, гражданином Семеновым, ключа от этого помещения. Вот ключ. Истец Семенов, подтверждаете? Подразумевалось, что это ключ от их квартиры в доме молодоженов. Так он же не сдан. О чем и речь? Так значит, вы по ошибке вручили? Да нет, зачем же? Этот ключ как бы играл роль того ключа, понимаете? Ну, что-то не понятно. Ну вот. Хотя, конечно, не понимаю. Вы об этом объявили? Вслух? Товарищ капитан, ну кто же о таких вещах вслух-то объявляет? Ага. Не объявили. Ладно, продолжай расследование. Истец Семенов, наносила ли вам гражданка Ершова или ее супруг легкие или иные телесные повреждения? Ну что за ерунду вы спрашиваете? Я не ерунду спрашиваю, я веду расследование на основании вашего устного заявления. Не наносила. Не наносила. Истец Семенов, употребляла ли гражданка Ершова или ее супруг по отношению к вам грубые слова или выражения, которые оскорбляли бы вас? Вслух? Не произносила. Не произносила, ясно. Ну что, следствие окончено. Объявляю результат. Противозаконных действий со стороны Ершовой не подтвердилось. Фактов хулиганства тоже. С ключом, значит, сами решите. Угу. Вот. Выношу устное решение. Заявление гражданина Семенова считать неудовлетворенным. Съел? Ну, капитан Ерохин, я вынужден на вас жаловаться. Жаловаться на поступки милиции можно в учреждениях местных, как и в иных других. Ну, это я знаю. Честь имею. Тёма, привет. Так. Ну, ладно. Ну, желаю счастливой семейной жизни. Спасибо. Саша, а вы так в заперти и сидите? Приходится. Потеха. Ну, ладно. Зайду поздравить после дежурства. Заходите обязательно. Спасибо. А энергопоезд ток отключил. Да, Валера. Развитие промышленности Крайнего Севера намного отстает от развития энергетической базы.
Положение у тебя трудное, так сказать, но ты держись. На днях мы возьмем новые обязательства и выручим тебя дней на 5 раньше срока. Может быть, даже на 7. Ах так. Ну, хорошо. Валер, объясни мне вот такую вещь, а? Ну ведь вот мы с тобой знакомы года 3, не меньше. В один день сюда приехали. Поначалу вместе в котловане с лопатами, пока ты не ушел в отдел снабжения. В одном оперативном отряде работали. Нога в ногу идем. Я, правда, вспоминаю, когда мы с Ерохиным в рейды ходили, ты как все больше сидел в штабе, фотографии клеил на стенд, не проходите мимо. Нет, я не хочу сказать, что ты трусил. Ты тоже ходил? Ну, Я знаешь, просто факты констатирую. кто-то должен и фотографии клеить. Вот и я об этом. Мы с тобой вроде как спутники, что ли. Современники. Да, звучит. Валера, ну вот и скажи мне, как современник современницы. Почему ты себя держишь со мной так, как будто вот ты что-то знаешь такое, чего я не знаю, даже понять не смогу? А? Но ведь это не ты спешишь извиниться передо мной, а я чуть ли не умоляю тебя признать ошибку и не вставлять себя на посмешище. Ведь не я на тебя обижаюсь, а ты на меня. И вот и не ты мне, а я тебе испортила первый день медового месяца. Ну где ты мог узнать что-то такое, что дает тебе на это право? Ну, знаешь, если бы ты больше понимал, то сейчас ты была бы в комитете. Можешь не сомневаться. Валера, ну разуй глаза. Ну ты посмотри, ведь это я в комитете, а не ты, а ты за окном в люльке болтаешься. Ну, я поехал. Давай. Гоги, погоди. Ты почему увольняешься? Да зачем попусту говорить? Ты же не секретарь. Может, и я чем-нибудь помогу? Я завтра дома буду, в Баку. Тава кебаб буду кушать. Мама готовит. Никто так не умеет. Вы приезжайте в гости, сами попробуйте. Надеешься завтра быть в Баку? А кто меня задержит? Погода хорошая, самолет летает. Расчет не дадут. Разве расчет человека держит? Совесть человека держит. Значит, полгода тебя совесть держала. А теперь нет. Где работал? На промплощадке. Ты говоришь, полгода держала. Вот когда я уезжал, отец мне сказал: Гоги, люди разные бывают. Нельзя сразу обижаться. До 3 раз нужно терпеть. Когда нас первый раз поставили канаву копать, я им говорю, зачем, говорю, руками? Ну, маленький такой экскаватор надо, ведь мы же не сарай строим, мы же современную электростанцию строим, да? Мне говорят, копай. Я молчу. 2 раз канаву залило, завалило, мне говорят, копай. Я молчу. Потом 3 раз было. А сегодня снова наряд. Иди канаву, копай. 1 кабель не доложили. Забыли. Не сарай строим. Отец мне сказал, Гоги, если человек 4-й раз терпит, это не человек. Это ишак. Я ишак? Нет, я не ишак. Ты бригадиру говорил? Даже старшему прорабу говорил. Ну и что он? Что он? Сейчас, говорит Гоги, мы всех таких-сяких накажем, да?
Нет, он не так сказал. Совсем не так. Не хочу говорить как. А кто у вас прораб? Да, скучный такой. Утром сюда заходил. Попов? Попов. Попов. Попов, не Попов, какое мое дело? Что, я его вспоминать буду, да? Я ему письма писать буду. Нет, не буду. Тогда зачем мне его фамилия? Слушай, ты можешь сегодня на комитет прийти? К 7 вечера. Почему не смогу? Я все смогу, если захочу. Будь другом, приходи. Заодно и с заявлением разберемся. Если ты просишь, в 7 часов я приду. Приходи. Где Семенов? Почему все куда-то запропастились? Я даже не знаю, как вам ответить на этот вопрос. А скоро будут. А вы проходите, пожалуйста, садитесь. Новое дело. Ходи, еще жди. Это что за пикник? Ну, надо же поесть человеку. А может, чаю хотите? Спасибо, мне некогда. А он что, дома не успевает? Да что такое в сущности для человека дом? Место, где он живет, правильно? Правильно. Медведев. Растяпай. А живем мы в сущности здесь. Правильно. Мы живем где угодно, только не дома. Такова наша строителей доля. Я хотел сказать, что другого места у нас просто нет. И не будет. Можете не сомневаться. Это только так кажется, что вот мы еще свалим один цикл, и потом будем вовремя приходить домой. Ничего подобного. Все будет так, как уже пошло. А дети, между тем, растут без нас, жены не молодеют. Ты что так вырядился-то? Праздник, что сегодня какой? Нет, это я после свадьбы не успел переодеться. А когда же свадьба была? Вчера. Ну, поздравляю. Вот еще одна закономерность. Нулевой цикл – это драки. Первая очередь – свадьбы, вторая – дети. А разводы когда? Это когда переезжаем на новое строительство. Про вас говорят, будто вы человек с огромным чувством юмора. С огромным что? С огромным чувством юмора. И вот я бы хотел узнать, так это или не так. Ну, не знаю. Чувство юмора, оно, конечно, есть. Возможно. По крайней мере, вполне возможно. А вот огромное ли оно, не приходилось испытывать. Женя, у нас гость. Здравствуйте, Роман Степанович. Добрый день. Так это ж Степанова, бригадир сварщиков. Серьезно? А вы говорили, чувство юмора у вас небольшое. Это моя жена. Серьезно? А что, вы в этом тоже видите что-то смешное? Да что ты ко мне пристал со своим этим дурацким чувством юмора? Нет у меня никакого юмора. Да и на что оно мне? Я ТЭЦ строю. Слушай, и не валяй дурака. Где Семенов? А, ну так это, он здесь больше не живет. А где же он живет? Вы знаете, мы его вообще-то выселили в коридор, но, по-моему, он предпочитает жить за окном. За каким? Вот за этим, что ли? Ну почему? Вот за тем. Затем. Нет, правда? Ну, если не верите, посмотрите. Ах, а еще ведь Ну, посмотрите. бригадир передовой бригады. Эй, Семен! Семен, ты что здесь делаешь? Фасад осматриваю. Зачем? Ну, к праздникам подремонтировать не мешало бы. Да кой черт, нам еще до праздников дожить надо. Ну уж до праздников как-нибудь доживем. Какая рыбка? Извините, это меня. Значит, ты теперь вместо него? Не буквально. Угу. Вы хоть бы предупреждали о своих подменах. Значит, вот вместо него и поедешь в Усольск. Оформишь командировку. Завтра выезд. Вопросы есть? Куда? В Усольск. А что, не нравится? Можно и дальше. Пожалуйста. Магнитогорск, Запорожье, Донецк.
Ну, что ты так смотришь? Заводы-поставщики не прислали по разнарядке половины оборудования. Завтра бригада будет сидеть без дела. Моя уже сидит. Ну вот, тем более. Думаете, толкачей разошлем легче будет? Ну, легче, не легче. Для первого случая что-нибудь там выбьешь, а потом будем искать выход. Ну, что вы прикажете мне делать? О! Светлана Николаевна, моя жена. Светочка, какая что у меня умница, дорогая. Как ты долетела, Светуля? Не надо. Светлана Николаевна, Проходи. только что прилетела из Днепропетровска. Все там пробила. И сегодня же уезжает в Магнитогорск. Билет оформишь себе в канцелярии. Черта с два я туда поеду. Как это? Рома, все. Не могу больше. Устала. Но ты ж сама просилась на работу, Светуля. Просилась на работу. Хотела страну посмотреть, себя показать, а теперь все, больше не могу. Хочу опять быть женщиной. Маникюр хочу сделать, в театр сходить, в кино, в парикмахерскую. Вот это все в Магнитогорске сделаешь. Рома, я шапочку себе купила и шарфик. Тебе уже все равно. Вот у них вчера была только что свадьба. Не завидую. А завтра я ее отправляю в Усольск. Куда? В Усольск. А меня гораздо дальше, в Магнитогорск. Ромочка, не могу я больше быть боевой подругой, не могу, я устала, у меня нервы, все, не могу. А я могу! А я не устал! Ромочка, тебе лечиться надо. Но даже в законодательстве человек имеет право на 1 день отдыха, день приезда и день отъезда. Рома, не поеду, не обижайся. Давайте, давайте, отдыхайте. У меня есть идея, мы об этом часто в бригаде говорили, когда вот такое же начиналось. Черт знает, сколько потратил времени на эти пустяки. Ты мой приказ получил, выполняй. А я в отпуске. А я тебя отзываю. А я не отзываюсь. Как это? А вот так, не хочу. Ты уволена. Прекрасно. Ап. Как это? Как хорошо быть уволенной. Красота. Выйдите, пожалуйста, мне нужно переодеться. Медведев это, а не Семенов. Семенов? А вон он за окном в малярной люльке висит. Ну, почему он там висит, он потом сам расскажет. Чувство юмора? У меня, говорят, чувство юмора огромное. У Семенова. Во всяком случае, если человек из малярной люльки руководит, в чувстве юмора ему не откажешь. Ты мне нравишься. Ты человек смелый. А раз человек смелый, то у него и мысли могут возникнуть неробкие. А нам сейчас хорошая мысль очень была бы кстати. Выкладывай, что ты с бригадой там решила. А я уволена. А я тебя восстановил. Товарищ Медведев, разрешите обратиться? Ну? Мы можем, наконец, позавтракать. Ах, да. Ну и нам разрешаете? Спасибо. Завтракайте, ребят. Рома, я передумала, еду. В этом нет никакой необходимости. Обойдемся без вас. Рома, не куражься. Я же чувствую, что тебе нужна моя помощь. Мне ваша помощь не нуждаюсь. Пожалуйста, можете опять быть женщиной, делать свои маникюры, ходить по зоопаркам. Рома, я тебе не устраиваю сцену, что ты поешь в рабочее время, между прочим. Я тебе не устраиваю сцену, что я 5 лет мотаюсь по стране из-за твоих заказов. Я тебе не устраиваю сцену, что я дочь забросила из-за тебя. А я тебя не устраиваю сцены за то, что мне всю жизнь устраиваешь сцены. Я устраиваю сцены, когда, Рома, ты несправедлив. Товарищи, у меня есть идея, которая вам обоим понравится. Надо не рассылать толкачей, а пригласить на эти же деньги сюда секретарей комсомольских организаций, заводов-поставщиков. Просто так, в гости. Ах ты. А это мысль. Показать им нашу стройку, наш край, объяснить наши проблемы.
Они все увидят, поймут, помогут. Это мысль? Их человек 20 будет. Где мы их разместим? В палаточном городке. Он пустой. Да неужели после этого хоть у кого-нибудь хватит совести задерживать наши заказы? У нас строительство, а не детский сад. Понимаешь, государственное строительство, как можно на совесть рассчитывать? То есть я хочу сказать, что совесть не может быть фундаментом материально-технического Совесть прогресса. это главное в человеке, Рома. Да, вот мы без этой совести, между прочим, толкаем пустые платформы. Это не инженерное решение. А инженерное решение рассылать толкачей по всей стране? Ну, я подумаю. Да не думать надо, а молнии посылать. Ну, ладно, ладно, пусть он действительно подумает. Вот это не надо. Как вас зовут, девушка? Женя. Поздравляю с замужеством. А вас, молодой человек, естественно, с женитьбой. Вы знаете, о чем я думаю? Завидно мы все-таки живем. Всего у нас вдосталь. И трудностей, и радостей, и любви. Не знал я, что глаза весенние, когда в них пристально взглянуть, внезапнее, чем землетрясение, внезапнее, чем землетрясение, жизнь могут всю перевернуть. Опять туманным и загадочным меня окинешь взглядом ты, и рухнут, словно домик карточный, мои надежды и мечты. За неделя, никого не слушая, я надеюсь, все надеюсь, так сказать, на лучшее. Заберу лицо в ладони и опять, как каторжный, строю домик, строю домик, строю домик карточный, строю домик, строю домик, строю домик карточный. Не раза люблю и не покину я, хотя объясняют мне друзья, что ты как бедствие стихийное, что ты как бедствие стихийное, с которым справиться нельзя. Клянусь себе, что твердым буду я, но взглядом встретимся едва. И снова бедная и глупая моя кружится голова. За неделю неделя, никого не слушая, я надеюсь, все надеюсь, так сказать, на лучшее. Заберу лицо в ладони и опять, как каторжный, строю домик, строю домик, строю домик карточный, строю домик, строю домик, строю домик карточный.